Привет, Арми! Добро пожаловать обратно на канал Зона BTS. Что же на самом деле произошло в ту долю секунды, когда Чингук протянул руку, а Тэхён не отстранился? Сначала это выглядело как обычное рукопожатие, что-то нормальное, что-то, что фанаты уже видели. Но если присмотреться, выражение лица Чингука меняется. Его взгляд замирает. Его хватка длится чуть дольше, чем ожидалось. А Тэхён? Он не прерывает этот момент. Ни слов. Ни объяснений. Просто тишина и внимание, о котором фанаты не перестают говорить. Было ли это случайно, или что-то более глубокое, что они больше не могли скрывать? Потому что этот один момент, длившийся всего несколько секунд, мог раскрыть больше, чем они когда-либо предполагали. Что делало этот момент еще более невозможным для игнорирования, так это не только сам контакт, но и все, что его окружало. Сцена была шумной, наполненной светом и энергией, и все же это короткое взаимодействие между Чингуком и Тэхёном казалось изолированным, словно время замедлилось только для них двоих. Фанаты, пересмотревшие видео, заметили, как внезапно изменилась поза Чингука в тот момент, когда их руки соприкоснулись, словно между ними в тот миг произошло что-то невысказанное. Не было никакого драматического жеста, никакого очевидного сигнала для зрителей, но именно это и создавало ощущение чего-то необычного. Чингук, известный своей выдержкой на сцене, в тот момент казался необычайно осторожным, его движения были мягче, более обдуманными. Тем временем Тэхён оставался неподвижным, его выражение лица было спокойным, но многогранным, выдавая ровно столько, чтобы породить бесконечные интерпретации, не подтверждая при этом ничего. Что действительно подогрело любопытство, так это то, что произошло потом. Разрыв не был резким, но и не был случайным. Он нес в себе вес, который не совсем соответствовал простому выступлению. Взгляд Чингука задержался чуть дольше, словно он застрял между желанием остаться и желанием отстраниться, и эта нерешительность стала деталью, которую фанаты не могли перестать пересматривать. Дело было не в том, что было показано, а в том, что почти произошло. В социальных сетях видеоролик быстро распространился, зрители анализировали каждый кадр, каждое выражение лица, каждое движение рук. Некоторые указывали на несоответствие времени, на то, что это не совсем соответствовало хореографии. Другие сосредоточились на зрительном контакте, настаивая на том, что это был молчаливый обмен, выходящий за рамки выступления. Чем больше людей смотрело, тем больше вопросов возникало, и ни одно объяснение, казалось, не могло утолить растущее любопытство. Что делало это еще более интригующим, так это контраст с их обычной динамикой. И Чингук, и Тэхён за эти годы бесчисленное количество раз взаимодействовали на сцене, но это взаимодействие казалось более тихим, более напряженным, почти сдержанным. Оно не требовало внимания, но при этом полностью его захватывало. Отсутствие ясности стало своего рода посланием, оставляя пространство для интерпретации, но отказываясь дать однозначный ответ. Даже когда выступление продолжалось и свет менялся, атмосфера вокруг этого короткого контакта, казалось, сохранялась. Фанаты начали сравнивать это с прошлыми моментами, искать закономерности, пытаясь понять, было ли это просто очередным совпадением или чем-то, что накапливалось со временем. Каждая мелочь, от положения их рук до того, как они смотрели друг на друга после этого, стала частью гораздо более масштабного разговора. И все же, самая захватывающая часть остается той, которую никто не может полностью объяснить. Не было подтверждения, никакого заявления, никакого четкого указания на намерение. Просто несколько секунд, которые неожиданно показались значимыми, оставив после себя ощущение чего-то незавершенного, чего-то неразрешенного. Именно эта неопределенность поддерживает жизнь момента, он проигрывается снова и снова, каждый раз раскрывая что-то новое, или, возможно, просто еще больше углубляя тайну. Потому что иногда наибольшие впечатления производят не очевидные моменты, а тихие, почти незамеченные. И в этом случае это единственное взаимодействие между Чингуком и Тэхёном не просто прошло мимо, как часть выступления. Это осталось, запечатлелось в памяти тех, кто это видел, породив вопрос, на который до сих пор нет ответа. По мере продолжения выступления внешне ничего не менялось, но энергия ощущалась иначе, и это было невозможно полностью объяснить.
Хореография оставалась точной, ритм безупречным, а сценическое присутствие не ослабевало. Но для тех, кто заметил этот короткий момент, все последующее ощущалось как тонкое напряжение. Как будто одно тихое взаимодействие изменило всю атмосферу, и никто этого открыто не заметил. Чингук, казалось, вернулся к своей обычной сосредоточенности, точно выполняя каждое движение. Однако на мгновение его внимание казалось рассеянным, словно что-то все еще оставалось в его мыслях. Это было не настолько очевидно, чтобы бросаться в глаза всем, но для тех, кто наблюдал внимательно, разница была небольшая задержка перед отведением взгляда, взгляд, который длился чуть дольше, чем нужно. С другой стороны, Тэхён сохранял спокойствие и самообладание. Но это спокойствие лишь придало ситуации еще большую глубину. Его выражения лица были едва заметны, почти нечитаемы, но в них чувствовалась какая-то целенаправленность. Не было необходимости в драматических реакциях или преувеличенных жестах. Сама сдержанность стала центром внимания, все казалось более реальным, более приземленным и каким-то образом более интенсивным. Что сделало этот момент еще более сильным, так это то, как легко его можно было пропустить. Для случайного зрителя это было всего лишь мимолетное взаимодействие, обычная часть живого выступления. Но для тех, кто обратил внимание, это выглядело как нечто, что не должно было быть так явно видно. И, возможно, именно поэтому это и выделялось. Это не пыталось быть заметным, но стало незабываемым. Обсуждения только усиливались по мере того, как все больше людей пересматривали этот ролик. Появлялись разные интерпретации, каждая из которых добавляла еще один слой к загадке. Некоторые считали, что это был чистый инстинкт, бессознательная реакция, которая проскользнула во время выступления. Другие чувствовали, что за этим стояло намерение, что-то тонкое, но значимое, что нельзя было так легко отбросить. Правда оставалась неясной, и эта неопределенность постоянно затягивала людей. Что действительно усилило интригу, так это последовавшая за этим тишина. Никаких объяснений. Никаких уточнений. Ничего, что подтверждало бы или опровергало то, что, как думали фанаты, они видели. Эта тишина не успокоила ситуацию, она усилила ее. Каждая секунда без ответа делала момент еще более значимым, словно отсутствие реакции было своего рода заявлением. И тут пришло осознание, возможно, сила этого момента заключалась не в том, что произошло на самом деле, а в том, что он заставил людей почувствовать. Он создал паузу посреди чего-то быстрого и громкого, заставив внимание сосредоточиться на чем-то тихом и мимолетном. Он превратил простое взаимодействие в нечто многослойное, эмоциональное и открытое для бесконечных интерпретаций. Даже сейчас, когда ролик продолжает распространяться, тот же вопрос остается. Не потому, что есть ясный ответ, ожидающий своего открытия, а потому, что каждый просмотр, кажется, открывает что-то немного другое. Новая деталь. Новая перспектива. Новая возможность. И, возможно, именно это делает невозможным двигаться дальше. Неуверенность в том, что это значило, а ощущение, что под поверхностью скрывается нечто большее. Нечто, что можно почувствовать, но никогда нельзя полностью доказать. Со временем этот момент не исчез, он развивался. То, что когда-то казалось мимолетным взаимодействием, постепенно превратилось в нечто большее, почти как точка отсчета, к которой фанаты постоянно возвращались. Каждое новое появление, каждая сцена, каждый общий кадр между ними стали рассматриваться через другую призму, сформированную этими несколькими незабываемыми секундами. Нарастало ощущение, что момент на самом деле не закончился на этой сцене. Вместо этого он задерживался в промежутках между их движениями, в едва уловимых дистанциях, которые они поддерживали или не поддерживали. В синхронизации их взаимодействий, которые иногда идеально совпадали, а иногда казались немного несовпадающими. Ничего не было очевидно. Ничего не было подтверждено. И все же это чувство оставалось. Оно незаметно влияло на то, как воспринималось все остальное. Что делало это еще более захватывающим, так это то, насколько естественно все выглядело на поверхности. Выступления продолжались безупречно, энергия оставалась высокой,
и ничто не нарушало профессионализма, которым они известны. Но под этой отполированной оболочкой скрывалось нечто, что было труднее игнорировать. Сдвиг, негромкий, не драматичный, но ощутимый. Это нельзя было доказать с уверенностью, но это было то, что можно было почувствовать. Разговор начал выходить за рамки этого одного момента. Он стал чем-то большим. Фанаты начали задаваться вопросом, сколько подобных моментов могло остаться незамеченным, сколько тихих обменов репликами ускользнуло, не будучи запечатленным, не проанализированным. Этот единственный фрагмент стал дверью. Отправной точкой для чего-то гораздо большего. В то же время тишина вокруг него только усиливала все. Отсутствие слов означало отсутствие ограничений. Отсутствие уточнений означало отсутствие границ для интерпретации. Каждая точка зрения имела свой вес. Некоторые увидели нерешительность. Другие увидели в этом утешение. А некоторые считали, что это раскрывает нечто гораздо более сложное. И тут снова и снова всплывала одна деталь – время. То, как это произошло так естественно, без подготовки и акцента, создавало ощущение незапланированности. И в то же время это не казалось случайностью. Это противоречие стало сердцем тайны. Причиной, почему это продолжало привлекать внимание еще долго после того, как должно было затихнуть. Даже сейчас этот момент существует в том же пространстве. Между тем, что было увидено, и тем, что было почувствовано. Незавершенный. Без ответа. И его невозможно игнорировать. В конце концов, этот момент перестал быть просто чем-то, на что люди смотрели, он стал чем-то, что люди чувствовали. Речь больше не шла о том, чтобы снова и снова пересматривать этот фрагмент в поисках окончательного ответа. Вместо этого он превратился в тихое присутствие, которое сопровождало каждое новое взаимодействие, каждый общий этап, каждый долгий взгляд. Слишком долго. То, что когда-то казалось одной единственной секундой, начало переплетаться со всем, что происходило потом. Не очевидным образом, а гораздо более тонким. Закономерность, которую невозможно было доказать, но и игнорировать нельзя было. Бывали моменты, когда все казалось совершенно нормальным, легким, неизменным, точно таким же, как всегда. А потом, без предупреждения, что-то менялось, пусть даже совсем немного. Пауза, которая затянулась слишком долго. Реакция, которая последовала на секунду позже, чем ожидалось. Взгляд, который казался более весомым, чем следовало бы. Ничего из этого само по себе не было достаточным доказательством. Но вместе это создавало нечто, что было сложнее игнорировать. Чувство. И это чувство стало центром всего. Фокус постепенно сместился с того, что происходило физически, на то, что это означало, эмоционально, интуитивно, почти инстинктивно. Фанаты уже не просто анализировали действия, они пытались понять пространство между ними. Тишина. Нерешительность. Сдержанность. Потому что иногда то, что не показано, говорит больше, чем то, что показано. И в этом случае отсутствие ясности только усиливало ощущение реальности происходящего. Чингук продолжал двигаться вперед с той же точностью и профессионализмом, не позволяя ничему полностью вырваться наружу. Однако были короткие, почти незаметные моменты, когда его внимание, казалось, сужалось, словно что-то внутреннее тихо притягивало его. Недостаточно, чтобы это было очевидно. Но достаточно, чтобы это чувствовалось. Тэхён, с другой стороны, оставался собранным, почти без усилий. Но эта собранность уже не казалась простой. Она казалась многослойной. Намеренной. Как нечто тщательно сбалансированное между раскрытием и сокрытием. Он не реагировал так, чтобы привлекать к себе внимание. Но и полностью не закрывал момент. И этот баланс стал частью самой тайны. Что делало все еще более напряженным, так это непредсказуемость. Некоторые взаимодействия, казалось, подтверждали идею о существовании чего-то невысказанного. Другие же были совершенно нейтральными, почти как будто ничего и не произошло.
Этот контраст поддерживал жизнь, не позволяя ни одному ясному повествованию утвердиться, не позволяя моменту полностью угаснуть. И все же подтверждения не было. Никакого объяснения. Никакого завершения. Просто тишина. Устойчивая, неизменная тишина. И каким-то образом эта тишина стала громче всего остального. Потому что в отсутствии ответов каждая деталь начала иметь большее значение. Каждый взгляд становился вопросом. Каждая пауза становилась возможностью. Каждое небольшое взаимодействие становилось чем-то, к чему стоит вернуться. Со временем момент перестал быть о правде. Он стал о восприятии. О том, что люди чувствовали, когда видели это. О том, что нельзя было до конца объяснить, но и игнорировать тоже нельзя было. И, возможно, именно поэтому это до сих пор не отпускает. Не потому, что это когда-либо было четко определено, а потому, что так и не было. Со временем этот момент перестал нуждаться в повторном просмотре, чтобы его запомнить. Он остался. Не просто как отрывок, не просто как обсуждение, а как нечто, что незаметно влилось в то, как люди смотрели все, что последовало за этим. Это изменило перспективу. Не резко, не сразу, но достаточно. Достаточно, чтобы даже самые незначительные взаимодействия стали значимыми. Достаточно, чтобы превратить что-то обычное в нечто, заслуживающее внимания. Бывали моменты, когда ничего не казалось другим. Выступления оставались безупречными, энергия неизменной, химия на сцене неоспоримой. И все же, у тех, кто видел этот момент, всегда оставалось что-то в подсознании. Тихое осознание. Ощущение, что что-то, пусть и незначительное, изменилось. Не сломано. Не раскрыто. Просто изменилось. Это проявлялось таким образом, что это было почти невозможно определить напрямую. В том, как взгляд задерживался чуть дольше. В том, как дистанция либо сохранялась, либо неожиданно сокращалась. В том, как время иногда казалось совершенно естественным, а иногда лишь слегка запаздывающим. Ничего из этого не было ясно. Но и ничего из этого не казалось случайным. И эта неопределенность стала частью самого опыта. Потому что чем больше людей пытались это определить, тем больше казалось, что оно ускользает от любого единственного объяснения. Оно отказывалось упрощаться. Оно отказывалось подтверждаться. И каким-то образом это делало его еще более реальным. Чингук продолжал двигаться вперед без колебаний, его контроль и точность никогда не ослабевали. Но в этой постоянстве были моменты, короткие, мимолетные моменты, когда что-то более мягкое, казалось, всплывало на поверхность. Недостаточно, чтобы быть очевидным. Но достаточно, чтобы заставить людей остановиться. Тэсён оставался таким же невозмутимым, его выражение лица было спокойным, сдержанным и зачастую нечитаемым. Однако эта нечитаемость не закрывала дверь, она порождала еще больше вопросов. Потому что она ничего не отрицала. Но и ничего не подтверждала. Она существовала где-то посередине. И именно в этом «посередине» и заключался смысл момента. Не в том, что было ясно показано. Не в том, что можно было доказать. Но что можно было почувствовать. Со временем сам разговор начал меняться. Речь шла уже не просто об анализе одного конкретного взаимодействия. Речь шла о понимании того, почему это ощущалось именно так. Почему что-то столь мимолетное могло оставить такое неизгладимое впечатление. Почему одна секунда могла иметь больший вес, чем целое выступление. И, возможно, ответ никогда не был в самом моменте. Возможно, он был в том, как он нарушал уверенность. В том, как он вносил сомнение в то, что всегда казалось ясным. Потому что, если это сомнение существует, даже тихо, оно никогда полностью не исчезает. Оно остается, затаившись под каждым новым взаимодействием.
формируя то, как все воспринимается, даже когда на самом деле ничего не изменилось. И именно поэтому так трудно отпустить это. Не сам момент, а то, что он оставил после себя.